Просыпаетесь утром и уже устали? К 3 часам дня без кофе просто никак? Срываетесь на близких, лишний вес не уходит, прогресса в тренировках нет, а вечером непреодолимо тянет на сладкое. Знакомые симптомы? Обычно это списывают на стресс, экологию или возраст. Но куда вероятнее, у вас другая и вполне конкретная причина. И она подкрадывается к вам ночью, во сне. Точнее, в то время, когда вы думаете, что спите. Вы можете добросовестно проводить в кровати заветные 8 часов. А на утро чувствовать себя так, будто разгружали вагоны. Я погорел на этом, когда пробежал 365 полумарафонов подряд. Я делал все, чему нас учили родители и на уроках биологии. Но мне катастрофически не хватало ночного сна. Все время хотелось сладостей, и я глушил кофе. Из этого видео вы узнаете, почему правило «спи 8 часов и все будет окей» — это опасная полуправда. Я дам конкретные рекомендации, как вернуть нормальную жизнь, проверенной наукой и медициной. Досмотрите до конца, вас ждут неожиданности. Подпишитесь на канал с колокольчиком уведомления. Мне будет приятно, а видео увидит больше людей. Все знают рекомендацию медиков, что взрослым нужно спать от 7 до 9 часов. Наука выяснила, что спать меньше 6 часов – это прямой путь к инфарктам, диабету 2 типа и депрессии. Да-да, я не в первый раз завожу речь в своих видео про сон. И каждый раз в комментариях находятся люди, кто пишет, что достаточно и меньше времени, что им хватает 4-5 часов. Если вы думаете, что вам хватает 5 часов, спешу расстроить. Скорее всего, это не так. Генетическая мутация коротко спящих встречается менее чем у 1% населения планеты. Статистически вы, скорее всего, обычный человек. И ваш сон короток по другой причине. Но я могу ошибаться на ваш счет. Напишите, сколько вам нужно сна, обсудим. Остальным же 99% физиологически нужны 7-8 часов. Внимание! Первая странность. Почему эти 8 часов отнюдь не гарантия хорошего самочувствия? Почему спишь норму, а просыпаешься разбитым? Меня это чрезвычайно волнует. Чем серьезнее я втягиваюсь в спорт, тем актуальнее регенерация после тренировок. Иначе нет никакого смысла загружать себя вообще. А восстанавливаться у меня получалось не всегда. Наука и медицина объясняют это тем, что важно не только сколько вы лежите с закрытыми глазами, важно то, когда вы это делаете и какой получается сон. Существует два совершенно разных состояния. Поверхностный сон – это когда ваш мозг просто стоит на паузе. И глубокий сон – время, когда ваше тело интенсивно работает. Между этими состояниями пропасть, хотя сторонний наблюдатель в обоих случаях видит вас лежащим в кровати. Самое интересное, что и результат они дают совершенно разный. В 2013 году ученые из университета Рочестера сделали потрясающее открытие. Оказалось, что во время глубокого сна клетки мозга буквально уменьшаются на 60%. Между ними появляются пространства, и мозг начинает промывать сам себя спинномозговой жидкостью. Он вымывает токсины, накопленные за день. Один из этих токсинов – амилоидный белок, который является предшественником такой страшной штуки, как болезнь Альцгеймера. Ваш мозг в прямом смысле моет себя изнутри. Но это еще не все. Именно в глубоком сне выделяются до 80% суточной дозы гормона роста, главного ремонтника нашего тела. Восстанавливаются мышцы, хрящи, перезагружается иммунитет. Глубокий сон – это работа над вашим восстановлением. Почти каждую ночь у нас в общей продолжительности сна есть фаза глубокого сна. Так в чем же проблема? А проблема в том, что этого глубокого сна должно быть определенное количество. И если я не добираю норму, то просыпаюсь как придется. Чаще всего разбитым. И вот что интересно. Нет разницы, сколько всего я провел часов в кровати. Хоть 10. Без нормы глубокого сна все это бесполезно. Так сколько же нам его нужно? Норма глубокого сна от 15 до 23% от общего времени сна. При 7 часах сна это примерно час-полтора. Именно здесь кроется одна из причин вашего гнусного утреннего самочувствия. У большинства активных людей значительно меньше глубокого сна. И они об этом даже не догадываются. Я точно этого не знал. Бегаю каждый день больше 1400 дней без перерыва, пробежал больше 20 тысяч километров. В спорте дольше 30 лет жизни. Я вообще-то думал, что отлично знаю свое тело. Мои гармины каждое утро показывали мне хороший статус восстановления. В кровати я провожу требуемые 7-8 часов. Но почему тогда утром в зеркале меня встречает хмурая физиономия? Эта загадка не давала мне покоя. И я выяснил причину. Я залез в статистику глубокого сна Гармина. То, что я там увидел, многое мне объяснило. Вот
хороший пример из недавнего. 2 мая я пробежал 3-километровый контрольный забег на максимум скорости. Я сейчас тренируюсь, чтобы пробежать 3 за 9 минут. Если вам интересны подробности моих тренировок, переходите в мой блог на платформе Boosty. Ссылка в первом комментарии. И вот я бегу контроль, выкладываюсь и довольно сильно устаю. Под вечер просто падаю как скошенный. До этого тяжелого забега мой глубокий сон дотягивал до 1:50. В ночь, сразу после тренировки, 1 час 2 минуты. А на 3-ю ночь катастрофический обвал. Всего 51 минута. Часы же все эти дни ставили мне зеленую галочку за общее время в кровати и разрешали любую нагрузку. Но тело было разобрано и переваривало полученный стресс. Я выходил на следующую тренировку разбитым. Продолжал тренироваться в состоянии саморазрушения. Да, смарт-часы – это не медицинский прибор, это не ЭКГ. Они могут ошибаться в абсолютных цифрах, и наверняка это делают. Но они неплохо показывают тренды. И если алгоритм показал падение в 2 раза, значит он действительно отловил тенденцию. Я частенько досыпаю днем часок и думал, что это классный бонус. Но оказалось, что это повод для тревоги. Дневной сон – это не роскошь. Это твое тело судорожно добирает ночной долг. Спать днем – это полезно, и делайте это, если можете. Но если днем вас рубит с ног, это плохой знак. Так куда девается наш глубокий сон? Что, собственно, мешает нормально и полезно спать ночью? Враг номер 1 – интенсивные тренировки вечером. Все эти интервальные пробежки после работы, работа на тренажерах ближе к ужину. Любая тяжелая тренировка поднимает кортизол, гормон стресса. Не забывайте, что мы только выглядим цивилизованно. Но эволюционно мы все те же древние люди, просто уже не в шкурах. Наш организм после такого уверен, что вы убежали от саблезубого тигра. Поэтому расслабляться нельзя ни в коем случае. Вы ложитесь, закрываете глаза, но тело застревает на поверхности. И вот вы уже считаете овец, листаете соцсети и ждете, когда вас наконец вырубит. Враг сна номер 2 – неправильное время отбоя. С точки зрения науки, ложиться спать нужно между 22 и половиной 12 ночи. У этого есть физиологические причины. Это не просто рекомендация для шаловливых детей. Глубокий сон по большей части формируется в 1-3 ночи, примерно до 2-3 часов. Если же вы ложитесь в 2 часа ночи, ваш организм, следуя эволюционным ритмам, уже начинает переключаться на утренние фазы, на поверхностный сон. Вы можете проспать до 10 утра и набрать свои 8 часов, но глубокого сна там почти не будет. Вы упустили физиологическое окно. Враг сна номер 3 – возраст и хронический недосып. На этом месте моим сверстникам стоит прислушаться. Это все про нас с вами. После 40 лет количество глубокого сна физиологически сокращается. Нам нужно холить или леять каждую его минуту. Дефицит глубокого сна самым пагубным образом сказывается с возрастом. Что в молодости проходило бесследно, теперь очевидно. Из этого падает гормон сытости и взлетает гормон голода. Та самая тяга к сладкому вечером – это не слабоволие. Это результат вашего недосыпа. В начале видео я перечислил и другие проблемы. Не стану повторяться. Но ведь вас интересует не только причина проблем, но и решение. И оно у меня есть. И я, конечно, вам все сейчас расскажу. Как же вернуть глубокий сон? Вот 3 рычага с жесткой научной базой. Рычаг 1. Температура. Мозг не уйдет в глубокий сон, пока температура ядра вашего тела не упадет на 1-1,5 градуса. Спите при 18-19 градусах. Не ешьте плотно за 3 часа до сна, потому что переваривание греет тело. И лайфхак. Примите горячий душ за час до сна. В прохладной комнате тело начнет стремительно отдавать тепло, и внутренняя температура упадет. Рычаг 2. Окно тренировки и отбоя. После тяжелой тренировки должно пройти минимум 3 часа до сна, чтобы упал кортизол. Тренируетесь поздно? Делайте это в легком пульсе. И главное, синхронизируйтесь с выработкой мелатонина. Старайтесь ложиться до 23:30, чтобы захватить ту самую первую треть ночи. Именно тогда мозг дает максимальную квоту на глубокий сон. Рычаг 3. Постоянство времени подъема. Главный якорь для внутренних часов – это время, когда вы встаете. Вставать нужно в одно и то же время, включая выходные. Если на выходных я провалялся в кровати до 10 утра, в ночь на понедельник мой глубокий сон падает до 50 минут. Система сбивается, а страдаю я. Хотите знать мои результаты? Сейчас я провожу в кровати столько же времени, сколько и раньше, но считаю не часы в постели, а слежу за минутами глубокого сна, потому что это единственная твердая валюта восстановления. Я разобрался с режимом, температурой и тренировками. Теперь мой сон качественней, и я чаще просыпаюсь свежим и бодрым, чем до того, как во всем этом разобрался. Оставалось разобраться только с одним веществом. Вещество, которое я, как и миллионы людей, принимал каждое утро, и которое, как выяснилось, обладает двойным эффектом. Оно либо помогает
помогает вам быть продуктивнее, либо тихо и незаметно разрушает все то, что вы только что с таким трудом создали во время своего сна. Все зависит буквально от одной неочевидной детали. Следующее видео именно про это вещество. Спасибо всем, кто поддерживает канал финансово. Благодаря вам я могу снимать новые видео. Поддержите нас и вы через платформу Boosty, ссылка в описании, кнопкой «Супер спасибо», сердечко с долларом под видео, или станьте спонсором на YouTube. У меня для спонсоров отдельный плейлист. Это был мистер Полумарафон. До встречи на пробежках.